Коммуникация– это важнейшая составляющая нашей жизни. Мы используем ее для того, чтобы делиться нашими чувствами, учиться, помогать друг другу и заводить друзей. Мы используем жесты, язык тела, визуальный контакт, устную и письменную речь для коммуникации каждый день. Коммуникация – это понять и быть понятым другими. Но некоторым людям для общения необходима помощь и специальные средства. Это может понадобиться ребенку или взрослому с церебральным параличом, аутизмом, множественными нарушениями, человеку, перенесшему инсульт или тяжелую травму, тем людям, которые по разным причинам не могут использовать обычную речь. Для этого существует альтернативная и дополнительная коммуникация, сокращенно АДК. АДК – это технологии, которые помогают людям. Глебу для общения нужен планшет и жесты. Сережа пользуется коммуникативной книжкой с картинками. Рада – коммуникативными кнопками. АДК – это долгая и терпеливая работа. АДК – это хороший партнер, который настроен на общение. Это очень похоже на изучение нового языка. Нужно много повторений и языковая среда. Только в АДК люди используют дополнительные средства и системы, жесты, предметы, фотографии, картинки, символы и технические устройства, коммуникаторы, планшеты и арт-трекеры. Системы и средства АДК необходимы для того, чтобы понять и быть понятым. Неважно, чем ты пользуешься для общения. АДК – это ключ к целому миру, его лишь нужно правильно подобрать. Октябрь – месяц АДК. Человеку, который не говорит, тоже есть что сказать.